Друзья мои, привет! Я снова на 47-й. Это какая-то уже маленькая традиция получается. Но сегодня здесь по другому поводу. Я приехала в Nike, мне нужно сдать леггинсы, которые я заказала. Они оказались мне не по размеру. Все-таки я не S. Короче, сегодня небольшой спортивный шопинг. Спортивный шопинг для меня является дополнительным мотиватором для того, чтобы выходить на пробежку. Рекомендую, друзья мои. Если лениво заниматься спортом, попробуйте обновить спортивную одежду. Сегодня солнечно, поэтому после Nike я планирую дойти до Центрального парка. Хочу поснимать парк, прогуляться, выпить горячий шоколад либо кофе, а может быть даже бокал вина. Помню этот декор еще с прошлого года. Не меняется. Сегодня взял с тобой штатив, так как прошлый мой влог. Я каким-то чудесным образом всю дорогу работала на зуме и увеличивала свое лицо. No, thanks. До нереальных размеров. Я не люблю такую толпу. Господи, а что так много народу? Это очередь. Срач. Рождественское представление. Такая вот большая, необъятная очередь. Поэтому я уже говорила, да, что Рождество это один из самых топовых периодов в Нью-Йорке. Тури. И это все очередь. Очередь очень большая. Вот еще одна очередь. А, нет, эта очередь прерывается, так как здесь въезд в паркинг. Вот она дальше продолжается. Ох, театралы. С третьей попытки нам удалось увидеть подготовленную, украшенную елку. Помните, да, я была не так давно на катке. Елкой даже и не пахло. Потом, несколько дней назад я гуляла по 5-й Эвеню. Она уже была установлена, но не была украшена. И вот сейчас с третьей попытки я ее вижу. Открытие елки — это прям официальное событие. Транслируется тоже по телевизору, на многих YouTube-каналах. Блин, здесь однозначно есть горячий шоколад и вафля. А там что? Нет, сначала надо сходить в Nike. Правильно? Yeah, sure. 21 бакс. Вафля и кофе. No receipt. Итого $24. Что делать? Wow, thank you so much. Ребят, выглядит она просто великолепна. Oh, sorry. И как раз столик освободился. Та-дан! Ну, кофе так себе. А вот вафля выглядит очень традиционно и очень аппетитно. Ну, конечно, это вкусно. Как интересно, Banana Republic декорировали свои витрины, да? Просто бананы, что непонятного. Я вообще раньше как-то проходила мимо этого бренда. У них есть очень классный лен и хлопок. Очень крутые вещи именно из льна и из хлопка. Чуть-чуть вышло солнышко, и уже все совсем по-другому. Единственная неизменно — это толпа. Так, Nike уже где-то рядом. Я хочу максимально быстро все это сделать, чтобы здесь не задерживаться. Потому что по плану, помните, да? Центральный парк. Такая здесь аутентичная кофейня. Ральф, видите? И туда постоянно очередь. Просто мой рай. Спортивные магазины.
могу сказать, что мне нравится исключительно спортивная одежда. Но где-то она в фаворитах находится. А вот, кстати, сразу я вижу леггинсы. Вот такого формата хочу. У меня сейчас, в принципе, все такие. Точнее, они всего одни у меня в зимнем варианте. Удобно. Карманы есть. Можно ключи положить и телефон. Летом я бегаю, у меня кармана в майке, нагрудничек такой. Это не вот они, вот они. Так, я уже поняла, что у меня не S размер. Только единственное, я хотела какие-то яркие. Так, XS нет, XS нет. О нет, о нет, о нет, о нет, о нет, о нет. Блять. Нет моего размера. Серьезно? Мне нравятся вот такие топы. Я их использую. А, нет, это не тот. Короче, есть у Nike такие топы. Видите, здесь лиф вставлен. Но мне это не очень комфортно. И у них есть такая модель, по крайней мере, была. Вот эта часть, где лиф, она как карман. То есть я лиф доставала, а вот этот карман использовала как прямое назначение карман. Туда я могла положить телефон, либо что-то еще. Ну, таких топиков, видимо, нет. Вторая неудача на сегодня. Такие мне не нравятся с сиськами. Ну зачем? Я не понимаю. Зачем нужен здесь лиф? Не мое. Может быть, конечно, кому-то и удобно лиф на топике. Но мне нет. Зачем он нужен, этот дополнительный поролон? Тебе и так жарко. Ты несешься как сумасшедший. Видите, какой образ? Как бы я в нем зачетно смотрела. Блин, у меня так руки трясутся. С чего бы это? Ладно, взяла пока что вот это. Будем все мерить. Поднимусь еще на 4-й этаж. По-моему, там тоже женский отдел. Ну, хороша ведь? Прям как из 90-х. Чувствую. Но это уже, наверное, все-таки стрит-стайл. Это не... Ну да. Это не спорт. Хотя кто мне мешает или кто мне может запретить в ней бегать? Да? Такая мягкая. Прям как натуральная. Nike, конечно, молодцы. У них и спортивная одежда, блять, прикольная. И плюс они вот уже стрит-стайл такой делают интересный. Да? Мои фавориты из кроссовок это New Balance и Nike. Одеть как-то совсем мне не заходит. Не моей модели. Не дешево, конечно. Вот так вот собрать образ для зимних пробежек. Ну, там 2 пары леггинсов. Куртка. Короче, $800. Я, естественно, все это разом покупать не буду. Я покупаю только самое необходимое. Ну, это, возможно, даже без обуви. И кроссы еще отдельно. В зависимости от того, какие нужны. Лонграны или какие-то темпа. Тоже баксов 150-200. Ну да. Сезон $1000. Чтобы себя можно было переодеть, полностью подготовить к сезону. Например, зимнему. Cartier. Видите, как днем, как сфера светится. Красота, да? Помните, вечернее показывала не так давно? Несколько дней назад гуляла по вечернему городу. Так, ну что у нас здесь? Вот здесь обувь. Мне нужно еще одни леггинсы взять. С кроссовками решила пока повременить. У меня есть, по идее, две пары. Это лонги, ну, то есть это для регулярных пробежек, обычных. И есть под темпо одни. Все, в принципе, новые, им и полгода нет. Плюс набеги небольшие, но они в таких состояниях уже. Потому что ты бегаешь в любую погоду, поэтому выглядит они, конечно, уже не свежо, но тратить еще экстра $200 я сейчас не готова. Ой, какой прикол здесь. Если есть желание, можно сделать шмотку именной.
Прям сейчас захотелось на пробежку. Так, ну что, на мне М-ка. Ну вот М-ка мой размер, куда мне S-ка. А вот лонг слим, конечно, М-ка мне большой. Я уверена, что он в онлайне есть. Что такие базовые вещи, проблем не должны с ними быть. Леггинсы возьму с карманами, а лонг нет. Даже с мартинсами неплохо смотрится, как будто бы у меня просто такой стиль. Или она... Да нет, для бега почему нет? Ну как? Спросила она саму себя. Может, стоит побольше взять? Хотя зачем мне больше? Так, куртка мне нравится, леггинсы мне нравятся. Я еще буду в своих светлых кроссовках. Потом вариант еще какой есть. Вариант куртки. Ну, куртку я однозначно буду брать одну. Зачем мне две? Две мне не надо. Класс. Такая легкая. В такой куртке ни мокрый снег, ни дождь, ничего не страшно. Капюшоны. Капюшоны. А здесь? Здесь нет капюшона. Не, ну это не вариант тогда. Ну вот. Только опять такой какой-то печальный получается костюм. Я хотела яркие леггинсы, не получилось. У меня, правда, есть одни яркие здесь. Там такой нескромный размер. Я еще попробую хотя бы натянуть. Или, если что, можно заказать онлайн. Потому что бывает такое, казалось бы, например, леггинсы одной модели, но за счет ткани, не знаю, это из-за краски, это чего, ты меряешь размер один. Например, один цвет может быть тебе маленький, а другой цвет, этот же размер, может быть вполне подойти. Ребятка, они мне подошли. Guys, I'm so happy. Ну вот они XS, и они на меня налезли. И в принципе нормально. И в то же время зеленые М-ка мне тоже хорошо. Ну чуть-чуть плотнее, но вообще не критично, а очень даже комфортно. Наоборот, сидят туго, хорошо, плотно, все как полагается. Еще не сползает. Класс. Я рада. Все, беру их. 120. Эти 110 баксов, а эти 120. Куртка 110. Ну вот это то, о чем я говорила. И я ничего еще не купила, вот просто $350, почти 350. Так, ну, наверное, я тогда возьму одни розовые. Розовые, возьму куртку. Он слим мне нужен, но он небольшой, я закажу его онлайн. Да, пока достаточно. Короче, бег не дешевый спорт. Я боюсь представить, как выглядит хоккей по бабкам. Ладно, берем по-скромному одни леггинсы и одну куртку. Туалет в Nike чуть меньше нашей спальни. Короче, все. Я купила, что хотела. Еще бонусом получила прикольную сумку. Мне кажется, я смогу ее использовать. Ну, в общем, смогу ее точно использовать. Пока еще куда не придумала, но неплохая сумочка, мне она нравится. Какая очередь была в туалет магазина Nike. Я ее выставила. Все. И подумаю все-таки еще по поводу вот этой куртки. Смотрится она на мне хорошо, и она мне нравится.
ну, тратить сейчас 100, сколько на 110, 120 баксов, 115 долларов на еще какую-то экстра фрутку не время. Ребят, на улице такая плотность людей, что просто невозможно идти. Я уже говорила, что я не люблю такую плотность. Это, конечно, звучит странно от человека, который живет 3 года в Нью-Йорке, но что есть, то есть. Здесь есть куча других плюсов, которые мне нравятся, но вот эта плотность мне не нравится. Небезопасно. Поэтому я хочу поскорее отсюда слинять, насколько это возможно. И опять же, это всего лишь, что сегодня, четверг или среда. Ну, я к тому, что это даже не выходной. Кстати, я могу, наверное, пройти вот так. Ну да, здесь будет попроще. Шумно, конечно. Construction. О, гораздо комфортней. Нравится мне за это Нью-Йорк. Вот ты свернул за угол, ты уже попал в такую интересную локацию. Да? Так, выйти на ланч, присесть здесь с кофе, отдохнуть, если ты где-то работаешь здесь рядом. Милое дело. А вот и Трамп. Наконец-то. Возле Трамп Тауэр. Помните, мы здесь были несколько дней назад? А где он? Ну, только что вроде был. Зачем они здесь все фотографируются, эти люди? Чтобы что? Чтобы потом сказать, я был у Трамп Тауэр или что? А, вон, да, чувак с маской Трампа. В маске, точнее. Я еще понимаю, там забавно сфотографироваться с человеком, возможно, в маске Трампа, плюс у Трамп Тауэр, но здесь всегда, вне зависимости от времени года, погоды и так далее, собирается толпа людей, и они фотографируют билдинг, просто парадную часть, вход. Помните, кто смотрел мой предыдущий влог? Я была здесь у магазина Луи Виттон, и выяснилось, что это не новогодние декорации, а всего лишь строительные леса. Всего лишь. Ну, это грубо сказано всего лишь. Это шедевр какой-то. В общем, я не понимаю, зачем они фотографируются у Трамп Тауэр. Не очень понимаю. Это равносильно, на мой взгляд, сфотографируются у чужой Феррари, Ламборгини. Хотя, возможно, опять же, никого не пытаюсь шеймить. Каждому свое. О, офигеть, да? Как... Очень круто сделано. Какой серьезный подход. Thank you for your visiting. Так, ну я практически уже дошла до Центрального парка. Вот он там от меня по диагонали налево. Сейчас надо как-то перейти дорогу. И все, я на месте. Опять отель Плаза. Опять ассоциации с фильмом «Один дома». Я не знаю, насколько там круто внутри, но внешне он выглядит очень интересно, несмотря на то, что отелю уже... Сколько ему? Кстати, сколько отелю Плаза? Наверное, это начало 20 века, да? Или конец 19-го, а сейчас мы узнаем. Отель Плаза был открыт 1 октября 1907 года. Строительство началось в 1905 году и обошлось в $12,5 миллионов. С момента открытия отель стал одной из самых известных гостиниц города, принимая мировых лидеров, знаменитостей и другие высокопоставленные гости. Ну да, начало 20 века. Смотрится прекрасно по сей день. Все водоемы, озера, растения, деревья, камни. Все привезенное. Центральный парк, полностью рукотворный парк. Поэтому смотришь на это и диву даешься.
Это такое магическое место. Это площадь. Это терраса Бетезда. По-моему, так и называется, Бетезда. А это ангел воды. Центральная фигура фонтана Бетезда. По-моему, если я не ошибаюсь, скульптор у него была женщина. У этого фонтана символизирует чистоту воды и прочее, прочее. Летом, конечно, это все иначе выглядит. Здесь водица присутствует, а где деньги? Денег не осталось. Ой, посмотрите, какая старая камера. Это действительно такая старая камера? Или это фейк? А нет, там цифра у него внутри. Ну, просто чтобы создать атмосферу. Наверное, почему нет? Что я могу сказать об этом прекрасном парке? Так, едет полиция. Надеюсь, она не за мной. То, что я не оставила небольшой донатик уличным музыкантам. Нет? Слава богу. Очень странно работает аналитика Ютуба. Классно, я иду, снимаю влог и тут же смотрю аналитику параллельно. Просто только что провела свой мини-прямой эфир. Сейчас решила немножко еще подснять для... Господи, для влога, потому что я, черт побери, опять заблудилась. Меня должен ждать Кристиан. Мне скинул одну локацию, потом другую локацию. Здесь есть фейковый замок. Построен он не так давно. Никакой исторической ценности не имеет, но он очень красивый. Мне хочется до него дойти. Находится он напротив озера. Я уже говорила, но не перестану повторять, когда люди прекратят кататься на повозках. Ну, хочешь ты покататься? Ну, вот рикша, пожалуйста. Смотрите, рикша летит быстрее повозки. Они такие замученные, эти лошади. Мне так их жаль. Просто это какой-то ужас. Ну, вот за что ей такая доля, да? Я не знаю, что должно со мной случиться, что я захотела прокатиться на повозке на такой. Вот я сейчас вам об этом говорю и пытаюсь вспомнить. Я однажды каталась на повозке, это было на Кубе, много лет назад. Тогда я еще и мясо ела, поэтому, наверное, простительно. И не помню состояние тех лошадей, как они выглядели. Но наши здесь, это просто их жаль. Они, знаете, как говорится, на честном слове. Не так давно одна из лошадей в парке умерла. Прям, так сказать, на рейсе. Ну это же дикость, правильно? Это один из лучших видов из Центрального парка на Манхэттен. Смотрите, как красиво. Он такой, опять же, такой он разношерстный, Нью-Йорк, потому что вот эти билдинги, которые ближе к парку стоят, это 19-е. Точнее, нет, это начало 20 века, либо конец 19-го. Но, соответственно, за ними высотки, это новострой. Но, опять же, все смотрится как-то гармонично. Или у меня какое-то искаженное чувство прекрасного. Но для меня, мне глаз вообще не режет. Мне нравится. Вы со мной согласны или нет? Что смотрится все очень гармонично. Я даже боюсь представить, сколько здесь стоит
Аренда однокомнатной квартиры. Представляете? Не факт, что здесь будет стиральная машинка в квартире. 80%, что стиральной машинки в билдинге. Точнее, она, может быть, и будет в билдинге, в подвале. Но чтобы у тебя в квартире, вряд ли. Потому что вот в этих домах, в этих билдингах, тут еще старые трубы. Что-то у них там с фаниной было, не то, очень узкие трубы. Если в каждую квартиру установить стиральную машинку, они просто такого напора не выдержат. Поэтому даже если есть машинки стиральные в билдинге, они, как правило, в подвале, и там кто-то мне звонит опять, это может Кристиан. Короче, работают они по графику. В прошлом году я здесь каталась. Тиди-тиди. Что полкатка закрыта. Ну, не половина, третья часть. Странно. Классно. Здесь я каталась в прошлом году, и у меня неплохо получалось. А на прошлой неделе я каталась в Рокфеллер-центр. Это просто был какой-то ужас. Я переломала все ногти, разрезала все пальцы. Толком и не покаталась, потому что у меня просто не получалось. Я не знаю, качество льда другое ли. Но у нас еще есть несколько катков в Нью-Йорке, и я еще планирую сходить. Вообще я жду снег, я хочу поехать кататься на сноуборде. Тоже я не великий катун, естественно, на сноуборде. Опыт небольшой имею, но с удовольствием попрактикую. Это просто волк. Смотрите, он охотится на белку. Вряд ли у тебя получится. Она замерла. Ну, дурында, убегай. На тебя ведется охота. Смотрите, как он медленно к ней приближается. Но она подруга бывалая. Опа, все, убежала. Тоже такой красивый билдинг, да? Сказочный дом на 5-й авеню. И вот, новострой. Просто Краснофельский район города Санкт-Петербурга. Честное слово. Вообще, я местами поражаюсь, как можно было согласовать вот такой ушлепанский дом. Ничего не хочу сказать против, но он реально стрёмный. В таком историческом месте. Рядом с таким билдингом. Вот тоже очень красивый билдинг. Есть, конечно, там какие-то 3 балкончика. Это начало 20 века. Тогда о балконах, наверное, думали исключительно как о пожарном выходе. И если хотя бы есть их несколько, вот как вот там, например, то уже неплохо. И вот здесь такой малыш. А фокус есть? Фокус-группа где? Такой вот малыш. Интересно, это отдельно стоящий дом? Ну, то есть дом со своим адресом? Или это какой-то аппендикс, принадлежащий этому билдингу? Интересно. И на голове, черт поймет, что так. Ну что, давайте последний раз посмотрим на этот прекрасный дом. Впечатлимся его красотой. Да. По-моему, это тоже какое-то посольство. Или нет? Или да? А, да, это французское посольство. Вон флаг Франции. Парк существует исключительно на донаты. Донатят парку жители Манхэттена по большей части. Ну или, может быть, просто любители этого парка. Ну, я думаю, что все-таки Манхэттена. Так мне и не удалось ни разу пройти его полностью от и до. Ну, я каким-то образом там гуляла, петляла внутри парка. А вот и бассейн. И я ни разу The Pool... нет, или это просто водоем называется The Pool. Не знаю. Мне говорили, что здесь есть бассейн в парке. Но я его, честно говоря, ни разу не видела. В прошлом году ездили, смотрели квартиру на 124-й стрит. Это Гарлем. Кстати, когда я жила еще в России, я знала, что я поеду. Ну, тогда я еще думала, что на некоторое время в Нью-Йорк.
По-моему, кто-то из блогеров в своем канале говорил о том, что выше 125-й улицы не поднимайтесь. И у меня как-то запечатлилось, приняла эту информацию как совет заботливого родителя. И вот я прожила 2 года в Нью-Йорке и не поднималась выше 125-й. Но в прошлом году я поехала аж на 147-ю, кажется. Потому что мы хотели туда переезжать, в новый билдинг. В общем, не рассказывала об этом, потому что ничего не случилось. Как случится, расскажу. Но, тем не менее, мне жизненно необходимо было съездить туда и посмотреть, что там такое. Все нормально. Более того, Гарлем мне понравился. Он несколько отличается от всего Нью-Йорка. У него такие широкие улицы. Местами он мне напоминал почему-то Московский проспект Санкт-Петербурга. Широкий проспект. По обе стороны билдинги, все многоэтажки. Многоквартирные, точнее. И вполне прилично. Ну, есть, конечно, там забавные персонажи, но они есть везде в Нью-Йорке, поэтому... А нет, дважды ездил смотреть квартиры. Первый билдинг был на 124-й, это вообще до парка 15 минут. Я уже представляла, как я буду бегать в Центральном парке каждое утро, но не срослось. А второй адрес, это вот был 147-я. Это уже ближе к Бронксу. И, кстати, там тоже было прикольно. И там новые билдинги, потому что в той части города еще есть место, есть где строить. Поэтому там достаточно много новых домов. Я думаю, что это такое... Если смотреть с точки зрения перспективы, в будущем там будет все неплохо, однозначно. Опять же, я не помню, я это говорила в стриме. Или вам здесь сейчас, что здесь есть замок. Ну, он фейковый, но тем не менее. Вот, видите его или нет? Или тень так падает, что ничего не видно. Интересно, подойти к нему могу поближе? Сейчас попробуем. Называется Бельведер Кастл. Это я прочитала, не то, чтобы вспомнила. Интересно, сколько озер на территории парка? Наверное, штук 5 точно есть. Ну-с, как хорошо, господи, как раньше люди жили без интернета. В Центральном парке Нью-Йорка находится 8 искусственных водоемов, каждый из которых добавляет уникальный штрих к его ландшафту. Первое водохранилище такое-то, такое-то. Пул. А, нет, все-таки пул, друзья мои, пул это водоем, расположенный на западной части, в западной части парка. Этот пруд окружен густой растительностью и является началом ручья Лох. Название прекрасное. Эти водоемы не только украшают парк, но и служат средой обитания для множества видов флоры и фауны, а также предоставляют посетителям разнообразные возможности отдыха и наслаждения природой. Так, ну вот мы уже дошли, да? Кастел, Бельведер. Поэтому 8 водоемов, 8 искусственных водоемов находятся на территории парка. Я узнала о том, что Дейпул – это не Дейпул, а водоем. Начинает темнеть. Так, а как туда подняться? Enter here. Можно ли войти? Вообще можно, по идее. Нет? Oh, I'm sorry. It's I thought it was the wind. О, друзья мои, посмотрите, как здесь. Да? Какие узкие ступеньки. Тан-тран-тан-тан-тан. Свежо. Амфитеатр. По-моему, он закрыт на ремонт. По-моему, но это не точно. Посмотрите, как там кучкуются гуси. Или кто это? Утки. Блин, им, наверное, холодно. Водят там хоровод. Малыши. Господи. Держитесь, друзья мои. Ну, красиво, да. Помните, я говорила про буйство красок? Вот здесь еще можно заметить остатки. Какие-то еще не ушли в оранжевый цвет деревья, поэтому еще можно... И главное, трава зеленая. Как так? Может быть, еще зеленая трава. Сегодня у нас... какое на сегодня число? Я не помню. Потому что, друзья мои? Счастливые часов не наблюдают. Это шутка, нет, я помню. Сегодня 5-е.
Да. Ой, здесь так тепло. На улице уже так холодно. Красиво. Несмотря на то, что уже парк давно привели в порядок, но все равно время от времени здесь происходят всякие неприятные моменты. Всякие могут быть ограбления там и прочее. Конечно, когда уже темнеет, хочется отсюда побыстрее выйти в целях своей безопасности. Правильно? Зачем это надо? Блин, ну все равно даже в темноте так красиво. Уже, правда, ничего не видно. И почему-то здесь не работают фонари. Непонятно почему. Ладно, я уже практически на выходе. Здесь должна быть станция метро необходимая мне, 81-я. Сейчас я скажу, сколько. Ну, не то, чтобы вам было это как-то интересно, но... А вдруг вам интересно, сколько я сегодня находила пешком? В общей сложности вместе с пробежкой, если ориентироваться на мой шагомер, я прошла 12 майлов, почти 13, ну где-то 20 километров. Из них 8 километров это была утренняя пробежка. Неплохо. Поэтому на этой спортивной вечерней ноте, я думаю, что мы можем уже попрощаться. Спасибо за просмотр. Ну, вы помните, да? Что с вас ничего не будет, а мне и Ютубу будет приятно, если вы поставите лайк или оставите комментарий. Как же здесь красиво. Даже в этих сумерках. Видите очертания домов? Класс. Эти знаменитые билдинги, я не знаю, как они называются. В общем, спасибо за просмотр, спасибо за совместную прогулку. Увидимся в ближайшее время где-нибудь на улицах Нью-Йорка.